Мыслеформа манипулирования. 12 мыслеформ нануков. Стереотипы, манипулирование, перекиды, перебросы, перекладывание, перемещение сценариев жизненных программ, биологического материала, триггеров разрушения, старости и смерти, вины, страха. Манипуляции с энергетическими полями, их частями и движущимися энергетическими элементами, трансплантация, манипуляции со временем, кармой и законом, отсрочка старости и смерти, бессмертие, черная магия, деструктивные, разрушительные воздействия. Архетип – Зевс, верховный бог. Для рабов Зевс провозглашал себя верховным богом. А в обществе Анну и плеядианцев он прежде всего был бизнесменом. Зевс был тем, кто принимал необходимые меры для продажи минералов с земли плеядианцам, которые в то время преобразовывали и распыляли золото, чтобы поддерживать золотую октаву в своей Солнечной системе. Конечно же, это неминуемо вело к истощению золотой октавы Земли, которая в результате всей горной промышленности быстро понижала вибрацию. Последней каплей стала продажа Зевсом 18 крупнейших кристаллов сознания Земли, группе из Ориона, и вывоз их с Земли. За 150 тысяч лет до этих событий, эти кристаллы были импортированы на Землю сириусианскими учеными из другого творения, с целью удерживать на месте ледяные щиты. Как только минералы удалили, обрушился невообразимый дождь, разрушались и таяли ледяные щиты. Дождь буквально шел столбом, впоследствии породив ваши океаны. Этот инцидент также известен как Великий потоп. Мердук, будучи осведомленным о назначении кристаллов, предвидел разрушение ледяных щитов, но по мнению семьи Нанук, такое разрушение Земли для них значило меньше, чем прибыль, которую оно принесет. Мердук предложил проект по спасению семьи на время потопа, транспортировав всю семью на космическом корабле на Марс. Они пребывали там, пока дождь не прекратился. Первоначальный особняк Анну находился в глубокой долине с множеством туннелей во внутреннюю землю. При затоплении водой, это место, так же как и другие глубокие впадины, оказалось охвачено океаном. После этих событий, Анну соорудили себе новое пристанище на горе Олимп, располагавшейся высоко над уровнем моря. Большинство их ближайших рабов погибли при наводнениях. И они были вынуждены заново начать обучение рабов, чтобы сделать из них наиболее угодных слуг. Зевс был не только бизнесменом, который сделал Анну благосостояние в плеядианских и орионских фондах, но также и мужем Афины. Афина, богиня мудрости, была замужем за оригинальным Зевсом, который в результате методов продления жизни прожил почти 10 тысяч лет. Со временем, диссонанс Земли, влияющий на их плеядианскую энергетику, стал вызывать диссонанс между Зевсом и Афиной. К тому же, Зевс часто изменял ей, что являлось одним из постоянных центров их разногласий. Он удерживал тип сексуальной энергии, которая не могла протекать на Земле плавным образом, что в свою очередь приводило к постоянной привязке энергии в области паха. Последнее обстоятельство вызывало у Зевса необузданный сексуальный аппетит. Насколько известно, Зевс умел ловко загонять в угол красных женщин и досаждать им своими ласками до тех пор, пока у них не возникало собственное страстное желание, которым бы они наслаждались. Спустя время из-за таких союзов было рождено более чем 180 детей. В сфере интересов рабов, в период их раннего размножения, Зевс создал для себя место сексуальных развлечений. Инанна обучала женщин, рабынь тем способом, которыми бы они доставляли Зевсу удовольствие.
Все это скрывалось от Афины, однако Инанна чувствовала, что понимает Зевса, исходя из собственного опыта в поисках любовников-рабов. Зевс в ту пору бывало надолго исчезал, чтобы праздно проводить время в оргиях любовниц-рабынь, удовлетворявших все его фантазии в области секса. Из такой игры возникла идея создать специальное место развлечений, в окружении которого удовлетворялись бы все сексуальные фантазии. Это было первой стадией проекта, разраставшегося, чтобы со временем стать подобным современному Диснейленду, хотя особенностью тематики парка были сами рабы, а не оживляемые механизмы. Со временем с Плеяд начали прилетать тысячи мужчин, чтобы получить удовольствие с обученными сексуальным практикам рабынями Яну. Можно представить это как усовершенствованный публичный дом с весельем, стриптизершами, которые танцуют на коленях у посетителей, сидящих голыми за обеденным столом, и оргиями в комнатах с изощренной обстановкой, подходящей для всех известных человеку сексуальных позиций. Девочки были обучены плеядианскому языку, а позже орионскому, поскольку сфера их услуг распространялась также на мужчин из Ориона, имевших такие же сексуальные потребности. Зевс не имел особого успеха у плеядианских женщин, которые могли бы прилетать и осуществлять любые свои сексуальные фантазии с мужчинами-рабами, хотя время от времени там и бывал случайный женский посетитель. Сексуальный тематический парк прекратил свое существование при возникновении океанов, после чего Зевс устремил свои взгляды на другие интересы, не став заново восстанавливать свое сексуальное место отдыха и развлечений. Почва, хранившая в себе эти записи, находится сегодня на юго-западе США и в Лос-Анджелесе, что может быть ответом на вопрос, почему Диснейленд сформировался именно в этом регионе. Ибо это обусловлено грезой, связанной с событиями давно минувших дней. В конце концов, Зевс расторг брак с Афиной и женился на Гестии. Гестия, богиня домашнего очага, не получала от секса никакого удовольствия. И для Зевса это оказалось идеальным решением, который в ту пору уже постоянно раскаивался за свои сексуальные похождения, которыми он, так или иначе, наслаждался больше, чем браком. Гестия производила впечатление безупречной жены и ставилась рабам в качестве примера. По прошествии времени, когда рабы стали неконтролируемо рожать детей, брак стал обязательным условием для занятия сексом, позволяя тем самым ограничивать число новорожденных детей рабов. Зевс тщательно проверял, чтобы рабы испытывали страх перед Ану, что касается данных условий, и в обязательном порядке наказывал через смерть тех, кто нарушал новый сексуальный кодекс. Этого было достаточно, чтобы со временем свободные сексуальные привычки у рабов изменились на твердую мораль брака. Зевс предпочел закончить свою жизнь эвтаназией, после того, как ему исполнилось почти 10 тысяч лет. Зевс продлевал свою жизнь не только через сексуальную энергию, но также шел на питье крови рабов, как эликсир жизни. Сын Зевса, тоже названный Зевсом, унаследовал его господство в течение своих 4000 лет, и в конечном счете, так же как и его отец, выбрал эвтаназию. Зевс-2 женился на другой Афине, остававшейся преемницей после смерти оригинальной Афины, разворачивая с ней те же отношения, что и его отец с первоначальной Афиной. Однако Зевс-2 не женился на преемнице Гестии, поскольку Гестия была его матерью. Зевс-3 был сыном Зевса-2 и Афины-2. Зевс-3 следовал за своим отцом и прожил свои 4000 лет. Он также закончил жизнь через эвтаназию, но при этом оставшись на земле. Зевс-3 недолюбливал секс, при этом, скорее всего, находясь в полярном противовесе своему дедушке, и не произвел на свет ни одного преемника.
Здесь можно увидеть проявление полярности, которая по прошествии времени дала полностью противоположный результат Средиану. Анануки манипулировали с грезой Земли и человечества. Давным-давно, когда Анануки прибыли на Землю, греза Ананук расходилась с грезой Земли. В связи с электрической и частично радиоактивной энергией, излучавшейся клеточной структурой Ананук, электричество и радиоактивность подавили грезу Земли чужой грезой, которую Земля не хотела манифестировать, в том числе расхищение ее природных минеральных ресурсов. Земля, как консенсус, была задумана быть консенсусом грезящих, вместе работающих для претворения в жизнь видения, которое они вместе создали. Действия Ананук настолько активно вмешались в способность Земли грезить, что она утратила качество грезящего и грезы. Аналогичным образом, у человеческого вида произошел упадок сознания, и человечество в целом утратило способность быть грезящим и грезой. Почему? Анануки манипулировали с сакральной геометрией Земли. Электрическая радиоактивная сакральная геометрия изменила ее грезу. Названные вибрации вызвали переход грезы от творческих, основанных на единстве циклов, к крайне поляризованному циклу творения, за которым следовало разрушение, и разрушение достаточно, чтобы вызвать циклы значительного снижения вибрации Земли. Циклы проявлялись не только в постоянном расхищении анануками жизненно важных для Земли минералов и золота, но и через войны между людьми. Анануки также изменили грезу человеческого вида. Они хотели иметь подчиненную расу рабов, чтобы те полностью их обслуживали, и стремились подчинить себе красную расу, чтобы та не вмешивалась в разработку ими минералов. И это им удалось. Анануки в лабораториях создали расу рабов, выросшую в современную рабскую цивилизацию. Ей был придан специально созданный набор грез, не содержавший возможности вознесения. Жизненная схема рабов содержала возможность производить предметы, строить жилища, заниматься выращиванием продуктов питания, рожать и воспитывать детей, заниматься различными ремеслами, давать представления, танцевать, создавать музыку и так далее, чтобы развлекать своих богов или ананук. Разве не этой грезой человечество в массах живет по сей день? Эта греза исключала эволюцию, потому что эволюция вывела бы рабов из рабства, и анануки предотвратили это, полностью изъяв грезу эволюции из грезы Земли. В результате, позже, греза эволюции была изъята у посеянной красной расы, и постепенно вознесение прекратилось в их опыте существования. Без возможности эволюции есть лишь другая возможность – деэволюция. Именно это и произошло, одна деградация следовала за другой, пока человеческий вид, и все остальные виды на Земле, не утратили генетический материал, опустившись до 2 цепочек ДНК. Кроме того, человечество из одушевленного стало бездушным. Особенно со временем это больше всего проявлялось у красной расы. Изымалось все больше и больше души, фрагментов яесм, генетического материала и энергетической решетки, а на их место встраивался энергетический механизм. Можно сказать, что люди с 2 цепочками представляют собой бездушные живые машины, независимо от того, красные они, черные, желтые или белые. Каким образом возникло состояние бездушности? Раса рабов, выведенная анануками, была создана для всех целей живых устройств, которые были изначально бездушными. Анануки не допускали одухотворения рабов. Их одухотворение дало бы начало их эволюции, а затем рабы вышли бы из своей подчиненной роли. Поэтому, анануки предотвратили присутствие души и создали форму управления рабами, групповой души, также известной как ложные боги,
одновременно удерживавший всех рабов, но находившийся вне формы. Подобно марионетке, душа никогда не входила в форму. Когда со временем количество рабов превысило численность красной расы, особенно после Великих потопов, убивших миллиарды красных, групповые души, управлявшие рабами, взяли верх над красной расой. Эти групповые души начали дробить души представителей красной расы, подчиняя их ложным богам. Постепенно, из-за отсутствия души, тела и рабов старели и умирали. Почему? Потому что для поддержания продолжительности жизни, энергетическую решетку, энергией наполняет душа. Без души, со временем, форма умирает. Это относится к рабам Ананук, это стало свойственно красной расе, когда она утратила свою душу. Опыт утраты души красной расой произошел впервые, когда Анануки с помощью научных манипуляций на Земле привели в действие всепланетарную электрическую геометрию. Сквозь душу красной расы прошло электричество, разрывая и фрагментируя ее, порождая первый, значительный, общий упадок красной цивилизации. Это произошло как с красной расой, так и со всеми видами на Земле. При массовой трате душ во время Большого потопа, когда разрушился ледяной щит, единство красной расы и образ жизни, построенный на божественном союзе душ, были также утрачены. Также это произошло для многих сухопутных видов Земли. И последнее, когда поселения рабов Ананук увеличились в численности, красная раса и Земля в целом попали под власть ложных богов. В связи с утратой красной расы души, белая раса рабов, или те, кто был связан происхождением с Анануками, или рабами Ананук, раз за разом навязывали свою власть красной расе, и победили. Почему? Грезой управляет душа. Без души красная раса утратила способность управлять грезой, которая могла бы сохранить власть, влияние и землю своего народа. Когда красная раса утратила способность грезить, верх над ней взяла греза Ананук, и красная раса утратила свою землю, а в конце концов, и культуру. Когда душа утратила земля, и схожим образом попала под власть ложных богов, то она также лишилась способности управлять планетарной грезой. В результате, верх взяла греза Ананук, и вмешательство из другого творения, повергшее Землю в состояние постоянно повторяющегося на протяжении последних 38 тысяч лет ее истории разрушения. В отношении красной расы и всех людей на планете это изменится, благодаря вознесению, поскольку при вознесении происходит возврат души, а также возврат способности беспрепятственно управлять собственной грезой и судьбой. Это относится к красной расе и всем возносящимся людям, это произойдет и с Землей. Анануки также манипулировали жизненной силой, временем и кармой Земли и человечества. Иннан и Мердук продлевали свою жизнь тем, что сбрасывали на рабов свою карму, имевшую отношение к смерти. Такое действо происходило в ежегодных жертвенных магических ритуалах, где женщины-рабыни, воспитанные и выращенные в храмах во имя богини Афродиты, Венеры, Иннаны, приносились в жертву, в качестве девственниц в возрасте 14-16 лет, как правило их сбрасывали в магму действующего вулкана. Со временем, продолжительность жизни рабов становилась все короче и короче, что обуславливалось все сильнее давившей на них смертельной кармой Ану. Вначале рабы жили по 500 лет, и начинали стариться только после 300-летнего возраста. Ближе к концу эпохи Анну, и незадолго до ядерного уничтожения, произошедшего из-за войны между Иннаной и Мердуком, рабы жили лишь по 175 лет, и начинали стареть после 100-летнего возраста. Данное обстоятельство было вызвано тем, что их жизненная сила использовалась,
и забиралась с целью продлевать жизни Инанны и Мердука, чрезмерно превысивших жизненные сроки любого другого члена своего семейства. Инанна продлевала свою жизнь до 18 тысяч человеческих лет. По плеядианскому времяисчислению, когда она прибыла на Землю, ей было далеко за 1000 лет. Плеядианцы рождаются, и перед тем как начать стареть, естественным образом живут около 1600 до 1800 лет. Когда они начинают стариться, то весьма часто выбирают себе смерть через эвтаназию, из сострадания к старости, проделывая это даже в настоящее время. Очень длительное продление жизни могло на Плеядах и не приветствоваться. Поэтому Инанна и Мердук, ГДС, которые были братом и сестрой только по одному из родителей, пожелали прибыть на Землю ради достижения альтернативной цели – создания биологического бессмертия. Горная промышленность по добыче золота была для них целью вторичной, хотя данную задачу они действительно выполняли на совесть. Всем другим, первоначально пришедшим на Землю членам семьи Ану, жизнь на Земле настолько наскучила после 9000 лет продления жизни, что они, в конечном счете, вернулись домой на Плеяды, написали там свои мемуары и выбрали эвтаназию, чтобы закончить существование. Они ушли в свое родное пространство и оставили на Земле свое потомство со схожим голографическим характером и родословной, чтобы поддерживать игру, которая велась ради других, кто не избрал покинуть физический мир вместе с ними. Поэтому фигура, известная как Зевс, фактически представляла собой 3 гуманоидов, которые после его ухода имели то же имя и поддерживали ту же роль. Подобная ситуация также имела место для большинства других членов семейства Ану, кроме Инанны и Мердука. Только Инанна и Мердук, находясь в одном возрасте с другими, отдали предпочтение увеличить вдвое продолжительность своих жизней. Манипуляции с отсрочкой кармы осуществляются для того, чтобы в рамках одной жизни не испытывать последствий собственных деяний. Вместо этого, потомки проживают эту отсроченную, пролонгированную карму и чувствуют себя жертвой, в отсутствии понимания и видения истинной причины ситуации. Мысль формы жертвы распространена в парадигме современных людей настолько, что даже многим возносящимся людям трудно поверить, что человек сам полностью создает свою реальность. Почему это столь трудно? Пребывание в положении жертвы дает очень много преимуществ. Человеку не нужно задумываться и нести ответственность за свое проявление в текущей жизни, но он может обвинять в этом другого. Ему не нужно считать, что его предки убивали, калечили, оскорбляли, применяли насилие и так далее, потому что темными и невежественными являются только другие, и их родственники. Вероятно, это самый большой камень преткновения для всех возносящихся людей, поскольку, когда не удается увидеть собственную внутреннюю тьму и высвободить соответствующую карму, последняя манифестируется, и это может проявиться как болезнь или смерть, прежде чем у вас появится возможность преодолеть данную мыслеформу. С отсрочкой и переносом кармы покончено. В настоящее время упорядочена вся карма, и каждый человек либо вознесется над кармой, либо проживет ее. Перекладывание кармы между народами также устраняется таким образом, чтобы каждый народ полностью высвободил свою карму, давая возможность разворачиваться вознесению всего человечества. Подобная карма неприятна и может осложнять жизнь определенных наций. Однако поймите, что каждая индивидуальность и каждая нация пожинает плоды содеянного, подобно тому, как применение силы на Ближнем Востоке является следствием отсрочки причины от следствия на 9000 лет. Зевс, подобно Инанне, прожил со своими преемниками так долго,
что было бы невероятным увидеть все стереотипы, выраженные в архетипе Зевса, в одном человеке с двумя цепочками ДНК. Так же, как и в случае Инанны, Земля разделила Зевса на три преобладающих архетипа, которые выражены в человеческих грезах по всему миру. Архетип Зевс-жеребец. Человек, выказывающий этот первичный стереотип, может быть порнозвездой. От таких людей часто можно услышать, что они любят секс, постоянно думают о сексе, никогда не могут им достаточно насытиться, и всегда сексуально озабочены. Если этот тип человека вступает в брак, то он или она, скорее всего, нарушит свою верность подобно Зевсу, который вел нечестную игру с Афиной и Гестией. Если жена не любит секс, то, возможно, она будет рада, что ее муж ищет любовниц на стороне. Если женщина выражает архетип Зевса, то весьма вероятно, что она обманет своего супруга точно так же, как и ведомый этим стереотипом мужчина. Зевс-бизнесмен. Человек, проявляющий этот первичный стереотип, будет почти совершенным дельцом и коммерсантом. По-видимому, такого человека можно представлять себе в качестве акулы бизнеса. Те, кто сегодня возглавляют крупнейшие фирмы и корпорации, и прошли свой путь до председателя правления, или стали предпринимателями, разворачивающими многомиллионную компанию, вероятно, удерживают данный первичный стереотип. Корпоративные перевороты, рейдерные захваты, поглощение компаний, слияние компаний происходит, когда двое или больше представителей данного характера конкурируют за господство в определенной сфере промышленности. Зевс – моралист. Человек, имитирующий этот первичный стереотип, будет проповедовать крайнюю степень морали, и в основном в отношении секса. Однако в негласной сфере, люди данного стереотипа не практикуют то, что они проповедуют другим. На сегодняшний день существует много фантазеров из христианского, католического фундаментализма, выражающих этот архетип в действии. Мусульманский фанатизм проистекает в настоящее время из тех же корней. Те, кто выступает за запрещение браков между гомосексуалистами, другой пример выраженности данного архетипа в наши дни. Данная мыслеформа является причиной перекладывания кармы или стереотипов на других, которые затем испытывают их в своей жизни. Анануки достигли вершин в отсрочке кармы. Каждый из них отсрочил карму на 8000 человеческих лет, а некоторые на 18 тысяч человеческих лет, чтобы избежать смерти и осуществить свою мечту о бессмертии. Вся карма смерти была перенесена на рабов и красную расу, в результате чего те начали умирать во все более раннем возрасте. У красной расы продолжительность жизни сократилась с 2000 до 800 лет, менее чем за 18 тысяч человеческих лет. У расы рабов за тот же период продолжительность жизни сократилась с 500 до 100 лет. Манипулирование – один из терминов, означающий отдачу своей силы. Человеку и всем природным царствам свойственно позволять кому-либо другому манипулировать своим полем. Затрагивает ли это заимствование записей, жизненной энергии, энергетической решетки, привнесение дополнительной кармы, или изъятие некоторых модуляций творения, необходимых для выживания, все эти действия, по сути, являются одной из форм манипуляции. Земля изучала подобное манипулирование в отношении других планет вашей Солнечной системы, и в трех, и в пятимерной Вселенной. В сущности, большая часть земных записей в ходе времени была изъята и заменена кармой, наработанной в другом месте, и за сжигание которой Земля не несет ответственности. Сброс на планету кармы
ненаработанный ею, тянет планету вниз, ведя к одному за другим падению вибрации. Вскрытые на данный момент записи показывают, что начало такому кармическому сбросу было положено 380 тысяч лет, 1,5 миллиона человеческих лет, назад соглашением с Сириусом. Отсюда можно установить, что Сириус вместо сжигания собственной кармы, передал ее Земле. Исходя из этого, можно также сказать, что Сириус не извлек уроков из собственного опыта, поскольку уроки усваиваются только, когда принимается, осознается, и затем трансмутируется вся карма, за накопление которой вы в ответе. Земля находится в процессе возвращения всей кармы, накопленной в других местах, и способствовавшей многочисленным падениям в плотность и материю, на протяжении последних 380 тысяч планетарных лет. Земля также возвращает себе все знания, записи, энергетическую решетку и модуляции творения, необходимые для вознесения. Вознесение планеты и людей схоже, и каждый человек должен изучить, каким образом на бессознательном уровне им манипулировали, или он сам, другими. Между людьми имеет место манипулирование записями, и это ведет к тому, что формы не способны вознестись. Поэтому каждый должен выяснить, несет ли он чужую карму, и вернуть ее, теряет ли он жизненную силу, и вернуть ее себе, теряет ли он энергетическую решетку, информацию или знания, и востребовать их. Только непрерывно становясь все более целостным, вы можете вознестись и быть суверенным. Куда-либо отправленная информация создает взаимозависимость. Взаимозависимость возникает, когда вы не способны что-либо сделать сами, и поэтому должны полагаться на чье-либо знание. Сириус, изымая все записи Земли, поставил ее вознесение в зависимость от себя. Возвращая себе записи и знания, необходимые для вознесения, Земля преодолевает свою взаимозависимость с Сириусом. Аналогично, каждый человек должен избавиться от отношений взаимозависимости с другими людьми, организациями, религиозными учреждениями и стать сувереном собственного энергетического потока. Когда в условиях взаимозависимости один полагается на другого, то отдает ему силу определять свою судьбу. Поэтому, одновременно с востребованием всех необходимых для вознесения знаний, вы возвращаете от других силу, с помощью которой вами, так или иначе, управляли. Подобное манипулирование происходит только, если вы позволяете это. Преодолевая все мыслеформы манипулирования, перестают жить на побегушках, или по воле другого. Также, в желании поставить кого-либо в зависимость от себя, проявляется умение манипулировать. Каждому возносящемуся нужно посмотреть, есть ли у него желание контролировать или обладать другим, поскольку манипулирование может происходить бессознательно, ставя кого-то в зависимость от вас. Подобная связь означает, что вы должны возноситься сами и возносить другого. Никто не может вознести другого, каждый отдельный представитель из людей, и все виды, должны постичь вознесение сами. Поэтому в процессе попыток вознести кого-либо, устанавливая его выживание в зависимости от себя, вы ставите под угрозу собственное вознесение. Стремясь дать другим возможность действовать, самим возноситься, и возносить только самого себя, вы избавитесь от необходимости управлять другими, и станете сувереном собственного энергетического потока. Часто вы увидите, что вы управляете в одной области, а вами – в другой. Рассматривая стереотипы своего внутреннего «я», вы поймете, как они создают вашу зависимость от другого и заставляют других зависеть от вас. Когда все стереотипы манипулирования осознанны, может возникнуть стремление их преодолеть. Стремясь перестать манипулировать,
или быть объектом манипуляции, начинают входить в новую парадигму единства, по которой вы привносите вклад в целое, а вам помогают все остальные, также участвующие в этом целом. В основе манипулирования лежит мыслеформа саботажа. Саботаж – это действие, когда один ведет подрывную работу против другого, либо позволяет вести ее в отношении себя. Подрывная деятельность в отношении другого – это любое действие, не способствующее здоровью, благосостоянию и жизни. Заимствование записей, сброс кармы, изымание энергетической решетки или перемещение энергетических систем являются еще одной формой саботажа, приемами черной магии, формой причинения вреда. Подобные формы деятельности имели место во взаимоотношениях между людьми на протяжении 50 тысяч лет и привели к явлению болезни, потому что с утратой знания о поддержании здоровья и благополучия формы, тело стареет, заболевает и в конце концов умирает. Таким образом, названные стереотипы, широко распространившись среди людей, стали причиной явления реинкарнаций, рождений, смертей и нового рождения вместо долгой жизни, ведущей к духовному совершенствованию. Воздействие на людей мыслеформы манипулирования многообразно. В вашей современной жизни часто считается более подходящими манипуляциями заставить кого-то выполнить ваши приказания, а не прямо сказать о том, что вам нужно. Этот рабский способ передачи информации прямо связан с расой рабов, которым аннануки запрещали открыто говорить о своих нуждах, желаниях, стремлениях, чувствах или ощущениях. На самом деле, аннануки считали рабов домашними животными. Домашние любимцы ценятся только за доставляемые удовольствия и, конечно, не имеют сознания, считающегося очень важным. Косвенная передача такой информации происходит с прямыми потомками аннануков окольным путем, потому что именно к ним запрещалось обращаться напрямую. Прямых потомков аннануков очень много, и часто они имеют власть над другими, или занимают какие-либо важные посты. В жизни любого возносящегося человека встречается не один такой индивид, поскольку с аннануками связаны очень многие. У рабов не было силы, потому что всю ее забирали и удерживали хозяева, аннануки, и их потомки. Поэтому потомкам рабов свойственно отдавать свою силу тем, кто ведет свою родословную от аннануков. Такие люди забирают силу у всех находящихся вокруг потомков рабов и используют ее для роста и достижения важных или властных позиций. Часто они доходят до постов начальника, директора, губернатора, президента или председателя правления. Чем прямее родство с аннануками, тем больше силой обладают такие люди по жизни. Когда возносящиеся люди очистят свою карму и мыслеформу рабства, они перестанут отдавать силу властным структурам, происходящим от аннануков. При возвращении силы, отданной представителям власти, при условии, что это будет носить массовый характер, те, кто сейчас обладают силой и властью, постепенно их утратят. Каждый, теряющий силу, создаст собственное падение, уход из офиса, или смещение с должности, которую заняли за счет поглощения чужой энергии. Со временем, все старые формы управления и руководства рухнут, давая возможность формироваться новым лидерам из возносящихся. Ваше современное руководство полностью построено на манипулировании. Чтобы занять свои посты, такие лидеры занимаются манипулированием, невзирая на то, как будут выглядеть в глазах общественного мнения. Это результат того, что аннануки манипулировали ради силы, забирая ее у посеянной красной расы в целях обладания землей.
Как и сами анануки, подобные современные силовые фигуры опускают завесы иллюзии, позволяющие им выглядеть безупречными, или такими, какими хотят их видеть на таких постах массы. Когда у таких властных фигур будет изъята сила, возносящимися массами станет видно все грязное белье так называемой элиты общества и нынешнего правительства, скрытое за завесами иллюзии. И что тогда? Разве некоторые страны не объявят импичмент своим правительствам и не сбросят своих монархов? Многие слышали, что приближается время, когда полностью будет выведена на свет деятельность тайного правительства. В нее вовлечена большая часть могущественных людей по всему миру, и не будут ли они замешаны в таких разоблачениях? Подобную информацию будут обнародовать не наши каналы, поскольку она им недоступна, а те, кто ее знает. Знающие, наконец, скажут правду, даже если будут за это преследованы или убиты. Почему? Возносящиеся получают опыт отстаивания своей истины и ее выражения. Обладатели секретов, если возносятся, почувствуют потребность сказать правду. А что тогда? Что ж, кота достанут из мешка. И массы отреагируют в соответствии с характером разоблачения. Что, если вы обнаружите, что ваше правительство создает и распространяет вирусы для того, чтобы вызывать у человеческой массы болезни и держать общество под контролем и в подчинении? Что, если вы обнаружите, что ваше правительство использует акустические и электромагнитные вибрации для деэволюции масс? Что, если вы обнаружите, что ваше правительство располагает информацией, с помощью которой можно было бы излечить большинство болезней, но отказывается ее обнародовать из-за стремления контролировать население? Что, если бы вы узнали, что у вашего правительства есть разработки новых технологий, находящихся в резонансе с Землей, и позволяющих дешево получать избыточное количество энергии, но ради личной наживы, оно положило их на полку? Вы думаете, это не так? Взгляните еще раз. Поднимите завесы, возлюбленные, и узрите. Это так, и скоро те, кому это известно, скажут правду, и произойдет изменение отношения масс к лицам, отвечающим в правительстве за подобные вещи. Им будет объявлено недоверие, они будут выдворены из своих комфортных кабинетов и заключены в тюрьмы за причинение вреда человечеству. Разве не так происходил любой вызов в вашей истории? Когда возносящиеся люди будут вне манипуляции правительства, их больше не будет контролировать нынешняя правящая и финансовая элита. Они будут устраивать массовые протесты и вынудят изменить современный контролирующий режим, несущий вред. Возлюбленные, современное правительство причиняет вред. Оно вредит Земле через загрязнение. Оно наносит вред человечеству, развязывая войны, чтобы держать человечество в подчинении и под контролем. Кармические записи вашей цивилизации содержат 30 тысяч лет скрытого манипулирования и контроля такого характера над человечеством. Когда погашается карма, которая тщательно скрывалась, на исправление идет столько же энергии, сколько на ее сдерживание. Сравните со стрелой, когда тетиву натягивают все сильнее, и, наконец, отпускают. Она летит дальше остальных, не так ли? Схожим образом карма, относящаяся к контролю над человеческой цивилизацией, была скрыта, и при корректировке она взорвется и приведет к экспоненциальным изменениям. Откуда придут перемены?
Мы предвидим массовое движение протеста простых людей, которые не будут поддерживать современный правительственный контроль. Почему? Потому что стоящие за этими движениями люди выйдут из состояния неведения, оцепенения и подчинения, в котором их удерживали 30 тысяч лет. Они откажутся быть поставленными в любое подчиненное положение и потребуют всеобщего равенства и единства. Со временем это вызовет изменения во всех аспектах цивилизации и исправление неравенства и методов управления, породивших боль и страдания, бездомность, нищету, голод и войны. Чтобы гарантировать отсутствие эволюции на Земле и в нашей Солнечной системе, то есть, для того, чтобы получить полную гарантию и уверенность в том, что души, помещенные сюда, не смогут уйти, был проведен ряд манипуляций по ограничению вибраций человечества, лишению возможности на связь с истоком, информации, магии, проявления чувств и творчества. Для любого человека такое лишение делает невозможным поднять вибрацию выше определенной октавы, до тех пор, пока это лишение действует. Когда люди совершают непрерывное вознесение, они преодолевают все пределы ограничения вибрации, установленными плеядианцами. Лишение благоволения на вибрации может также встречаться среди людей, и часто ведет к депрессии. Часто родители, раздраженные энтузиазмом своих детей, бессознательно ставят запреты и ограничения на вибрацию своих детей. Таким образом, дети утрачивают присущую им радость и могут даже впадать в состояние глубокой депрессии, в зависимости от степени ограничения их вибрации. Каждый раз, когда дети пытаются жить в радости, запрет родителей, помещенный в их бессознательное, угнетает их вибрацию, возвращая в состояние депрессии и боли. Многие, повзрослев, продолжают нести такие лишения и бессознательные запреты по цепочке своего рода, и страдают от приступов депрессии, алкоголизма, наркомании, тем самым заглушая свою внутреннюю боль. Чтобы иметь уверенность в том, что человечество и Солнечная система не будет никогда эволюционировать, плеядианцы лишили нас связи с нашим собственным «Я Есмь» присутствием. Без руководства изнутри, никакой вид не может эволюционировать. Когда эта часть лишения высвобождается из вашего бессознательного, посвящаемые восстанавливают прямой контакт со своим собственным истоком, своим «Я Есмь» присутствием. Лишение связи с истоком может проявляться, и проявляется в человеческой практике, результатом чего является так называемый опыт экстравертности и интровертности, что представляет собой поляризацию в одном из двух направлений: либо люди самовлюбленные в той или иной степени, либо они утрачивают себя в драме самолюбования других. Интроверты страдают от невозможности понять или установить отношения с реальностью других. Они понимают только свою внутреннюю драму, и единственным для них путем установления отношений с другими является описание ими событий своей жизни. Разговор понятен им до того момента, пока обсуждается их собственная драма. Как только другой человек желает поговорить о своей жизни, глаза самовлюбленных индивидов гаснут, и они не могут внимать разговору или обсуждению. Экстраверт страдает от утраты личной индивидуальности, будучи постоянно вовлекаем в жизненные ситуации других. Когда посвящаемый преодолевает эти ограничения и выходит за рамки поляризованной реальности, он находит средний путь и свою собственную индивидуальность во всем, что он стремится сотворить в своей жизни. Чтобы быть уверенными в том, что Земля и Солнечная система не смогут эволюционировать, плеядианцы лишили благоволения Солнечную систему, удалив из наших планетарных и солнечных архивов всю информацию, необходимую для эволюции.
Когда отсутствует информация о эволюции, эволюция душ внутри творения становится зависимой от других и их управляющих органов, от внешних богов, пророков и религий. Лишение благоволения на информацию привело в вашей Солнечной системе к взаимозависимости друг от друга для выживания. Когда преодолевается эта часть посвящений, посвящаемая более не зависит от планетарной или солнечной иерархии, в том, что касается физического выживания или вознесения, и все архивы информации, необходимые для выполнения этой миссии, становятся открытыми и доступными для них. Взаимозависимость является проблемой человеческой цивилизации в целом. Все страхи выживания и взаимозависимость произрастают из отсутствия информации, необходимой для выживания, в акашических записях или планетарной библиотеке. Невозможность доступа к библиотекам знаний и недостаток информации от государства цивилизацию, в которой кто-то одарен чем-то одним, другие – другим, и человечество научилось объединять способности и таланты для совместного взаимовыживания. Бедные и бездомные появляются в вашей цивилизации вследствие отсутствия у них информации о физическом выживании и того, от кого бы они зависели. В пятимерной мыслеформе сотрудничество может быть успешным лишь в том случае, когда каждое человеческое существо равно участвует в процветании целого. В мыслеформе сотрудничества между людьми все еще будет существовать разница в талантах, способностях и умении, но каждый будет в равной мере способствовать плавному развитию цивилизации. При современной системе существуют такие, кто мало дает человечеству в целом и живет хорошо. Есть и другие, кто вкладывает много, а живет в нищете. Те, кто не может вкладывать много, ограничены в информации. Недостаток информации ведет к неудачам в том, что они пытаются сделать в жизни. Вклад можно сделать, лишь располагая действенным знанием о том, что человек хочет осуществить. Когда посвящаемый овладевает этим уровнем посвящений и освобождается от лишения благоволения на информацию, для них открываются все информационные архивы, делая доступным знания, необходимые для того, чтобы их уникальные способности и таланты послужили плану Земли и всему человечеству в целом. Плеядианцы знали о том, что проявление чувства и творчества может вести к тому, что некоторые в Солнечной системе будут эволюционировать, поэтому они ограничили выражение этих вибраций. Когда ограничены проявления чувства и творчества, жизнь становится монотонной, однообразной и скучной. На октаве Вселенной однообразие и монотонность также испытал Мелхиседек, бывший владыка вашего творения. Однообразие и монотонность испытывали солнечные и планетарные иерархии, управлявшие Землей 300 тысяч лет. В скуке и монотонности Мелхиседек и другие члены иерархии многое автоматизировали в управлении вашей реальностью. Вместо сознательного текущего контроля всех действий Земли и Солнечной системы, Мелхиседек и другие управляющие органы создали автоматы, или бессознательные части самих себя, для контроля над Землей и Солнцем. Они произвели механизацию потому, что сам контроль был однообразным и скучным. Мы знакомы с ошибками такого рода, совершаемыми творцами при обучении. Бессознательные механизмы не могут эволюционировать. По этой причине, для вознесения Земли необходимо заменить иерархии, с которыми многие из вас знакомы, а то, что они автоматизировали, удалить или перенастроить на эволюцию. Механизация, введенная Мелхиседеком, была разработана для ограничения вибрации и поддержания жизнеспособности и активности в Солнечной системе мыслеформы, основанной на страхе. Многие из этих структур демонтируются и перенастраиваются.
Именно в силу механизации вашей Солнечной системы, привязанность душ в вашей тримерной реальности достигла такой плотности. Ранее, в наших материалах, мы говорили о привязанности душ, или привязках между душами, и о том, как они блокируют мысли Бога, либо полностью отсекая энергетический поток, либо искажая его с помощью многочисленных нитей энергетической паутины. Для того, чтобы автоматы удерживали курс душ и их кармические связи, необходимо объединение душ в группы и их присоединение, или привязки. Мы обнаружили, что все привязки душ, в измерениях с 3 по 20, являются результатом автоматизации, используемой управляющими органами этого творения от скуки. Такие автоматы применялись владыками вашего творения не только на Земле и Солнечной системе. Однако, ни в каком другом секторе вашего творения автоматы не использовались в такой степени, как в вашей Солнечной системе. Привязки душ, порожденные автоматизацией вашей Солнечной системы, вызвали практически полный разрыв связи с Богом, богиней, у душ, инкарнирующих на Земле, и владык, управляющих Землей. С увеличением количества работников света, преодолевших эту часть посвящений, привязки душ в Солнечной системе начнут рассеиваться, облегчая последователям восприятие чистого руководства Бога, богини, всего что есть. Кроме того, преодоление мыслеформы, создавшей автоматы, и привязанность душ, позволит посвящаемым развязать в 25-м измерении все привязки их душ на протяжении всей линии их родословной. Многие из вас знакомы с однообразием вашей реальности. В наших посланиях мы говорили о механистичности вашей жизни. Заавтоматизированность, обнаруженная возносящимися людьми в процессе собственного вознесения, связана с мыслеформой, основанной на страхе. За любой основанной на страхе мыслью, продолжавшей их засорять, стоял механизм, специально созданный для этой цели, прежними управляющими органами ваших иерархий. Если удалить автомат, основанный на страхе, мыслеформы уйдут вместе с ним. Те из вас, кто находится в процессе вознесения, могут призывать свое «Я есть» присутствие во время медитации, перед сном или в момент пробуждения, для помощи в освобождении от любых основанных на страхе мыслеформ, засоряющих вас, по вашему мнению. Именно из-за лишения благоволения на творчество и проявление чувства, утрачивается информация, необходимая для претворения в жизнь видения и жизненной силы, требуемая для поддержания уже реализованного творения. Лишение благоволения на проявление чувства на Земле выражается в вибрации гнева. Гнев имеет красную вибрацию, чувство – пурпурно-розовую. Красная вибрация гнева является искажением ярко-розовой вибрации чувства. Когда посвящаемые преодолевают эту часть посвящений, гнев полностью трансмутируется в их энергетическом поле и воплощении. Таким образом, всякое желание, по какой-либо причине, причинить зло другому исчезает, и сострадание и любовь становятся единственными вибрациями эмоционального проявления. В настоящее время, человечество в целом загрязнено гневом и агрессией, являющимися результатом наложения на человечество запрета на творчество и чувства. Когда ваша цивилизация пройдет эту часть посвящений, гнев и агрессия исчезнут из проявления на плане Земли. Плеядианцы знали, что владеющие магией могут вырваться из плеядианской тюрьмы в вашей Солнечной системе, эволюционировать и убежать. Поэтому они установили запрет на овладение магией и удалили информацию о ней из ваших солнечных и планетарных архивов. С помощью магии и очарования, излучающего радость и любовь, поддерживайте творение. Без магии нет радости и любви.
В отсутствии радости и любви, уделом Солнечной системы была боль. Автоматизировав осуществление текущего контроля, Мелхиседек и другие члены ваших иерархий не смогли заметить испытываемый на Земле уровень боли, потому что для этого было необходимо сознательное присутствие. Многие аспекты души некоторых членов иерархии и самого Мелхиседека инкарнируют в настоящее время на плане Земли, чтобы понять болезненность реальности, созданной по их небрежности. Когда посвящаемые преодолеют эту часть посвящений и вновь обретут свои способности осуществлять магические действия и творить индивидуальную грезу, может быть начато воссоздание коллективной мечты человечества, включающей вибрации любви, радости, сотрудничества и всеобщего достатка. На личном уровне в жизни каждого посвящаемого, стремящегося к продвижению, на этом этапе посвящений становится все более магии и синхронности, все более возрастает число индивидуальных помыслов и устремлений, реализуемых в жизни. Опыт магии и синхронности становится неотъемлемой частью и предпосылкой соединения со своим истоком, «Я есть присутствием». Синхронность является результатом заботы «Я есть» о потребностях, предупреждая момент, когда они фактически возникнут, и приводя в движение энергии, необходимые для их удовлетворения. «Я есть» присутствие каждого, являющийся Творцом чьей-либо сущности, заботится о его жизни и развитии, таким образом до тех пор, пока человек сам испытывает эту связь и желает следовать внутреннему руководству. В разрыве со своим «Я есть» присутствием, жизнь наполняется страхом и становится трудной. Когда связь восстановлена, «Я есть» присутствие может принять на себя и быть сотворцом всех потребностей и желаний посвящаемого. Такое сотворчество требует подчинения посвящаемого высшему знанию и понимания своей души, своего «Я есть» присутствия. Чем глубже подчинение «Я есть» присутствию, тем больше магии и синхронности во всех проявлениях жизни. Многих интересует возможность овладения магией моментального проявления и другими способностями в процессе вознесения. Да, это возможно, и демонстрировалось посвящаемыми на Земле, как в последнее время, так и в прошлом столетии. Благодаря соглашениям и союзам между конкретной душой и плеядианцами, такие способности предоставлялись тем посвящаемым, кто, благодаря союзу, преодолевал лишение благоволения на магию в течение определенной инкарнации. Управляющие органы плеяд внимательно наблюдали за такими индивидами для уверенности в том, что эти способности будут правильно использоваться, без целей причинения вреда другим. Нашим каналам пока не возвращены полностью магические способности. Мы, новая космическая иерархия, беспокоимся по поводу использования таких способностей последователями наших каналов. Мы полагаем, что идущие по духовному пути должны быть сфокусированы на процессе вознесения, и, по нашим наблюдениям, магией слишком легко отвлечься и увлечься. Следовательно, такие способности появятся только тогда, когда будет вновь соткана греза, гарантирующая вознесение Земли и всего человечества. Целью процесса вознесения является вознесение и позволение вознестись Земле, и, таким образом, уход от страха. Вознесение не преследует возможности магического создания произвольных фантазий или материальных объектов, к которым стремится эго. Прежде всего, мы надеемся на ваше движение к персональному вознесению. Когда несколько человек, восстановивших свою силу, начинают высказываться и пробуждать других, становятся возможными изменения и новые будущее. Нужны все, имеющие добрую волю, стремящиеся продолжать свою эволюцию,
для того, чтобы изменить результат будущего Земли. Мы поддержим любой и каждый ваш шаг на пути. Благословляем вас.